Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. Сегодня мы с вами проведем очень интересный ритуал. Дело в том, что славянский пантеон, он разнообразен. И то, что, скажем, осталось в истории и в этнологии западных славян, не факт, что те же духи остались и у восточных славян, северных славян, южных славян. Естественно, их объединяют боги. Пантеон богов, о котором я рассказывала не раз, может, еще раз расскажу более подробно. Но есть еще и духи, духи-хранители, духи, дарующие богатство, помощь человеку. Собственно говоря, для чего они и созданы мирозданием, чтобы помогать человеку достичь успеха, чтобы оберегать его. И нужно уметь с ними общаться, нужно уметь правильно их призывать, нужно знать историю этих сущностей, чтобы знать, как с ними взаимодействовать, не обидеть, наоборот, задобрить и, скажем так, может звучить не очень, заставить работать в пользу себя. И вот один из таких духов – Хут. У северных белорусов он считается дух-обогатитель. Уж неизвестно, откуда произошло это название. Хутор произошел от названия Хут, или Хут назван в честь хутора, то есть хуторной дух, сельский дух. Но в любом случае зовут его Хут. Хут, он помогает хозяину дома разбогатеть. Но если его обидеть, он делает две вещи. Он может уйти навсегда и больше не помочь. А иногда, если сильно разозлить, он может спалить дом. Но с тех пор много воды утекло, и духи уже подобным образом не мстят. Хотя не факт, но в любом случае, пока таких случаев не зафиксировано. Потому что этим духам, этим силам до сих пор поклоняются, благодарят, ставят подношения и просят, и те им помогают. Но в любом случае нужно было его очень сильно разозлить, чтобы он так сильно наказал хозяина дома. То есть все, что он дал хозяину, он отобрал обратно. Обычно боялись вообще его задевать в доме деревянном, потому что деревянные дома чаще всего горели в древние времена, они были более подвержены этому. Хут, он огненный весь, огненный шар. И я немного расскажу вам предысторию. Дело в том, что он помогает хозяину и приносит богатство. Приносит снопы, ой, неправильно произношу, усталость, снопы из чужих полей. Считает, что он собирает богатство просто вот со всего мира и тащит домой. Дорогие друзья, конечно, это можно воспринимать дословно, но на самом деле все в тонком мире, в духовном мире нужно воспринимать немножко по-другому, смотреть на эти вещи. Принеси богатство с чужих полей или с чужих сундуков, это не значит украсть и отдать вам. Это значит, что обстоятельства будут служить вам. Это значит, что предназначенное кому-либо положение в жизни может перейти на вас. Это значит, что ваш дом наполнится богатством, деньгами из разных источников доходами, и в итоге у вас будет, скажем так, богатый и добротный дом, имущество. Вот о чем тут сказано. Хотя некоторые говорят, что Хут приносил, прям дословно приносил из закрытых кладов, скрытых золота, и из чужих полей приносил овес или снопы в гумно и прочее, прочее. Если на небе его видели таким алым шариком, значит, он носит хозяину золото. То есть, по-другому это можно понимать, что, значит, у хозяина скоро будет пополнение в доме, скоро будет прибыль из ниоткуда. Если он был серый или черный, значит, он нес зерно, например, или ячмень. То есть это уже немножко другого качества богатства.
Но за все нужно было его кормить, любить и хорошо к нему относиться. Обычно хозяйки ставили на чердак, наверху, на второй этаж, ставили яичницу и говорили: худ, иди сюда, дам яичинку или яичницу, обораченку. И уходили. Худ приходил, ел и опять приносил все в дом. И скотина была ухоженная, она не болела, ему не касалась болезни, волки, мор, какие-то другие неприятности, которые сопровождают крестьянскую жизнь. И человек имел ладное хозяйство и жил хорошо в мире со своим духом Хутом. Но в то же самое время Хута нельзя было обижать. Потому что если бы Хута обидели, то он бы отобрал все то, что он отдал хозяину. И говорят, что как-то хозяйка принесла яичницу, оставила, а слуга об этом разузнал и поднялся на чердак и съел яичницу, которая была предназначена Хуту. И вот тогда Хут разозлился и, значит, подумал, что хозяйка над ним издевается, смеется, шутит с ним и, сжег весь дом. И люди прибежали тушить, но не получилось. Так дом весь и сгорел. Вот случайно сосед смотрит и видит, что где-то лежит колесо, потому что Хут мог обернуться и колесом, и пеньком, и чем угодно. И он подумал, а зачем ему колесо, если дома у него уже нету? И вот перебросил на свой двор. И вот после того, как он перебросил на свой двор колесо, не понимая, что это самого Хута он себе туда забросил, у него начался лад, урожай, деньги, имущество. И начал он богатеть. Одним словом, некоторых духов нужно заманивать долго, некоторых сразу же, смотря какая у вас энергия. Еще раз говорю, зависит от вашей энергетики, от генетики, от многого зависит, насколько быстро вы заманите духа. Вы его не увидите, может быть, и не ощутите, не все чувствуют тонкий мир, но вы заметите перемены. Вот вы заманите его тайно, никто не видит и не знает, но те блага, которые он подарит, перед миром будут явные. То есть люди уже увидят, что вы начали жить лучше. И поверьте мне, что как демонические силы, к которым обращаются ведьмы, такие обычные духи, если можно так назвать, домов, могут равномерно, равносильно помочь человеку подняться в больших успехов. Казалось бы, просто дух дома, Хут, которого угощают яичницей и просят что-либо, или просят подсобить, или помочь разбогатеть. И хозяин дома становится зажиточным человеком, живущим в добротном доме, и имеющий достаток. Что для этого нужно? Вообще Хут любит красные цвета, поскольку он огненный дух. Он любит красную свечу, когда зажигают и благодарят его за все. Он любит красную материю. Если вы угостите Хута, то положите тарелку с яичницей настолько высоко, чтобы коты или кто-нибудь не запрыгнул туда, потому что Хут может обидеться, если кто-либо съест его яичницу. Если вы такое обнаружили, тут же приготовьте второе с извинениями, объяснениями, поставьте опять туда. Потому как иначе он обидится. Таких особых явных катастроф не ждите от него, потому что это бывали редкие случаи, когда Хут очень сильно обижался. Но то, что он уйдет и больше помогать вам не будет, это точно. Но если вы хотите жить в мире со своими духами, с мирозданием, с природой, если вы хотите заманить к себе Хута и все время жить в достатке, если вы хотите, чтобы ваши подруги удивлялись, откуда у вас бриллианты появляются, подарок,
Откуда у вас такие новые шубы появились? А почему у вас деньги отовсюду идут, и вы можете себе позволить и новые двери, и окна поставить и так далее? Если вы хотите вот так жить добротно и хорошо, то уважайте мир духов и делайте все правильно. И вам ответ будет точно такая же забота и благодарность. Итак, нужно пожарить яичницу, причем постарайтесь сделать глазунью. Вот так вот. Положите на том месте, где будете угощать хута. Оставляйте на 3 дня. На 3-й день выносите за дом. В доме нигде, чтобы ваше домашнее животное не съело. Выносите за дом и выкидываете. И вот так, через раз, не обязательно каждый день, но через раз проводите этот ритуал. Можете в неделю 2 раза угостить. Если вам много денег надо и много богатств, то делайте яичницу хоть каждый день. Угощайте и через день выкидывайте, ставьте новый. Но в любом случае постарайтесь в таком месте положить это угощение, чтобы никто туда не добрался. И следите в течение дня, там ли оно, никто не съел и так далее. И через некоторое время сначала вы заманите его, задобрите, а потом он как начнет вам помогать. У вас просто времени не будет присесть, столько будет работ, столько будет заказов и столько будет всего. Естественно, с воздуха деньги сыпаться не будут, невзирая на все поверья, что он просто так несет из ниоткуда золото. В любом случае это нужно понимать в переносном смысле. Деньги будут от ваших трудов, от ваших стараний. Но есть люди, которые стараются и трудятся, и ничего им не помогает. Чтобы у вас не так было, а наоборот, чтобы ваша работа вас кормила и одевала, и обувала, и давала все, что вам хочется в жизни, делайте все правильно. Итак, давайте-ка с вами начнем. Читать нужно 3 раза на том месте, где оставили угощение хуту. Хут, хут, лети над миром, над домами, над полями, собирай добро по всему миру, донеси в наш дом. Тут живи, поживай, злато нам собирай, мешки с деньгами в дом неси, золото из тайных кладов, да чтобы дом был полон достатка. Хут, хут, иди сюда, дам яичницу, обороченку. Кушай, угощайся, и снова лети, да с богатством назад возвращайся. Кушай, наш родненький, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду. Хут, хут, обогати наш дом, чтобы нам сытно и вольготно жилось в нем, чтобы золото было в сундуках, чтобы вкусная еда на столах, чтобы шелка и меха в закромах, да денег полно было в кошельках. Сослужи добрую нам службу, хут, подсоби нам в этом деле. Хут, хут, иди сюда, дам яичницу, обороченку. Кушай, угощайся, и снова лети, и с богатством назад возвращайся. Кушай, наш родненький, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду. Да будет так. Еще раз. Предупреждаю, если вы не уверены, если вы боитесь, если вы переживаете... О, еще жук сюда намылился. Переживайте, значит, не проводите. Проводите другие ритуалы. Значит, постепенно идите к этому ритуалу. Не надо сразу набрасываться и делать все ритуалы, знаете, скопом. Сначала разберитесь, поймите, что к чему, как делать. Начните с малого, а потом начинайте привлекать духов-обогатителей. Давайте еще раз. Хут, хут, лети над миром, над домами, над полями, собирай добро по всему миру, донеси в наш дом. Тут живи, поживай, злато нам собирай, мешки с деньгами в дом неси, злато из тайных кладов, чтобы дом был полон достатка. Хут, хут, иди сюда, дам яичницу, обороченку. Кушай, угощайся, и снова лети, да с богатством назад возвращайся. Кушай, наш родненький, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду.
Худ-худ, обогати наш дом, чтобы нам сытно и вольготно жилось в нем, чтобы золото было в сундуках, чтобы вкусная еда на столах, чтобы шелка и меха в закромах, да денег полно было в кошельках. Сослужи добрую нам службу, худ, подсоби нам в этом деле. Худ-худ, иди сюда, дам яичницу обороченьку, кушай и угощайся, и снова лети, и с богатством назад возвращайся, кушай, наш родники, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду. Да будет так. Еще раз. Худ-худ, лети над миром, над домами, над полями, собирай добро по всему миру, да неси в наш дом. Тут живи, поживай, злато нам собирай, мешки с деньгами в дом неси, золото из тайных кладов, да чтобы дом был полон достатка. Худ-худ, иди сюда, дам яичницу обороченьку. Кушай, угощайся, и снова лети, да с богатством назад возвращайся. Кушай, наш родненький, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду. Худ-худ, обогати наш дом, чтобы нам сытно и вольготно жилось в нем, чтобы злато было в сундуках, чтобы вкусная еда на столах, чтобы шелка и меха в закромах, да денег полно было в кошельках. Сослужи добрую нам службу, худ, подсоби нам в этом деле. Худ-худ, иди сюда, дам яичницу обороченьку. Кушай, угощайся, снова лети, да с богатством назад возвращайся. Кушай, наш родненький, и неси в дом добра отовсюду, а я за это тебя вкусно кормить буду. Да будет так. И оставляйте это угощение хуту и уходите. Делайте это часто, и вы сами увидите, как этот дух с вами подружится, и сколько он добра вам принесет. Только сделайте правильно. Если не уверены, не трогайте его. Если уверены, что справитесь, значит, начните. Ну, максимум, что он может вам сделать, это просто обидеться и уйдет. Уж таких катастроф не будет. Это просто запугивали людей для того, чтобы они очень серьезно относились к таким вещам и не шутили с миром духов. Раз уж взяли на себя ответственность, приручили его, ну, значит, несите эту ответственность до конца. Вот о чем речь. Всем удачи и всех благ.